Привет! Это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, как всегда, потому что реальные обзоры и тесты. В этом видео речь пойдет о зонах свежести в холодильниках. Что это, зачем, как работает и есть ли от этих зон какая-то свежесть, какая-то польза. Может, это обычный маркетинговый шум? Все это мы попытаемся проверить. Итак, зона свежести. Обычно это контейнер в нижней части холодильного отделения, чтобы продукты, в частности овощи, фрукты, зелень, хранились дольше. Здесь создаются особые условия, собственно, хранения, в частности, подходящая влажность. Ее путем механической регулировки циркуляции воздушного потока можно увеличивать, перекрывая поток, или уменьшать, открывая заслонку. Так можно создавать разные условия хранения для разных продуктов, потому что некоторые лучше хранятся при более высокой влажности, 80-90%, а другим подавай влажность пониже. Но это вообще-то не очень удобно. Контейнер один, а продукты разные. Условия хранения им тоже нужны разные. В более продвинутых холодильниках может быть две зоны свежести. Вот в этом, например, у нас есть о нем большое видео, обзор. Предусмотрен контейнер, где автоматически поддерживается высокая влажность, то есть даже не нужно ничего вручную регулировать. Здесь в крышке бокса есть мембрана, благодаря которой больше влаги остается в контейнере. Она, по сути, работает как респиратор и поддерживает влажность в контейнере на уровне около 90%, что вместе с температурой в холодильном отделении около 3-4 градусов должно позволить дольше хранить фрукты и овощи. Этот контейнер можно назвать зона влажной свежести. Плюс для других продуктов, которым особо важны правильные условия хранения, таких как охлажденное мясо, мясные деликатесы, рыба, морепродукты, молочные продукты, можно использовать контейнер MyZone. Для него доступны отдельные установки температуры, как в холодильном отделении, около нуля и чуть ниже нуля. Как раз эти два последних значения, скорее даже третье, 0-1, самое то для таких продуктов. В данном случае происходит автоматическая регулировка интенсивности охлаждения, воздушного потока, поступающего в этот контейнер. Именно так и поддерживается нужная температура. Влажность тут значительно ниже, чем в контейнере с мембраной. Она, по сути, такая же, как во всем холодильном отделении. А в холодильниках Snow Frost этот показатель обычно не выше 50%. Для хранения охлажденных продуктов, таких как мясо или рыба, подходящий показатель. Есть холодильники, где в качестве зоны свежести, с контролем температуры, можно использовать целое отделение. Например, есть у нас обзор большого холодильника Haier, так в нем целое отделение называется MyZone и может работать как морозилка, как холодильное отделение или как зона свежести с температурой около 0 градусов. В целом разброс температур в таком отделении от плюс 5 до минус 18 градусов. Из названия понятно, что подобные решения в холодильниках зоны свежести нужны, чтобы дольше сохранять свежесть различных продуктов. Прежде всего, как уже отмечалось, речь о продуктах скоропортящихся, фруктах, овощах, зелени, а также охлажденном мясе, рыбе, деликатесах, о сырах. Все они требуют особых условий хранения, чтобы дольше, опять же, сохранять свежесть. Но работает ли все эти зоны свежести в реальности? Чтобы проверить это, мы пошли на эксперимент. Положили продукты в холодильник с зонами влажной и сухой свежести, а также в другой холодильник, где таких зон нет. Навестим наши продукты через 3, 5, 7 и 10 дней и посмотрим, в каком они будут состоянии. Сразу скажу, мы не ждем, что в холодильнике с зонами свежести наши продукты через 10 дней будут такими же, как в первый день эксперимента. Интересно проследить степень изменения разных продуктов, хранящихся в разных условиях. Узнать, дает ли зона свежести шанс на более длительное сохранение этой самой свежести. Итак, все продукты в холодильниках. Встречаемся с ними после перебивки. К этому времени они будут храниться 3 дня. И чтобы быть максимально близкими к реальности, мы в течение всего эксперимента будем несколько раз в сутки, одинаково для обоих холодильников,
открывать двери холодильных отделений, имитируя обычную эксплуатацию холодильника на кухне. 3 дня прошли, и будем смотреть, что с нашими продуктами. Начнем с модного умного холодильника, про который у нас есть обзор, и он с зонами свежести, со всякими разными интересными. Но здесь, конечно, интересуют прежде всего такие нежные продукты, вот через 3 дня, как, например, клубника. Смотрим, что с ней. Да, ну вот так. Ну, в принципе, она еще вполне сохраняет товарный вид. Как некоторые изменения уже есть, мне кажется, но вот прям минимальные. И, в общем, ну, напишите в комментариях, вы бы такую клубнику съели? Я бы, в принципе, наверное, еще да. Наверное, бы съел, голодный пришел с работы, что-нибудь так быстренько клубнички съел. Вот, дальше смотрим салат, что с ним здесь. Ну, вот так. В принципе, тоже он вполне еще ого-го, что называется. И там не засох, вот он тоже такой увлажненный, то есть, ну, то, что здесь влажность такая повышенная, это, в общем, чувствуется. Но он вот не увядший, он не выглядит увядшим, реально. Так что зачет. Огурцы, ну, вот смотрите. В общем-то, все с ними нормально, есть можно дальше огурцы. Ну, с помидорами вообще все нормально, они такие долгожители в этом плане. Авокадо, проблем нет, они такие, в общем, наверное, будут долго храниться. Вот так. С капустой, она тоже, я даже не буду ее вынимать, ну вот, покажем. Она тоже в полном порядке, никаких таких видимых изменений я не вижу. Ну, а дальше у нас тут мясо. А вот с мясом интересная история. У нас настройка именно на хранение вот охлажденного мяса рыбы. И получилось, поскольку температура здесь там около -1, что оно так немного подмерзло. Я даже сниму пленку. Вот так вот немного подмерзло, но оно мягкое. То есть это не вот супер замороженное мясо из морозилки таким камнем, да. Оно такое мягкое, и вот это стейки взять, да, немного они постоят при комнатной температуре, они отойдут, и их, в общем, вполне можно готовить. Но с мясом ничего не произошло, здесь все окей. Пленочку потом еще наденем и пусть хранится дальше. Дальше смотрим, что с продуктами в базовом холодильнике Snow Frost и без зон свежести. Так, ну раз мясо у нас наверху, давайте с него и начнем. Оно не заморозилось, ну, потому что не специальное отделение, где -1 в обычном состоянии. Ну, я не скажу, что оно плохо пахнет. В принципе, наверное, еще даже можно что-то с ним сделать. Вот тут вот по краям, несмотря на то, что уже было все в пленке, да, оно немножко изменило цвет. При температуре вот обычной в холодильном отделении мы выставили минимальную, но это где-то +2 градуса получается. И, в общем, ну, оно пока еще не пропало. То есть, в принципе, хорошая хозяйка, хозяин найдет, что с ним сделать. Так, смотрим теперь, что с овощами и фруктами, вернее, с ягодами тоже, да, вот в этом контейнере для них. Клубника. Клубника вызывала больше всего опасений, и в принципе я не скажу, что она сильно отличается вот по внешнему виду от той, что в зоне свежести. То есть 3 дня это еще вот не тот срок, когда клубника как-то... Ну вот эта клубника разве что немного такая уже вызывает сомнения. Она тут у стенки лежала, немного увлажнилась как-то, да, немного переохладилась, может быть. Но в целом нет, в целом с клубникой еще все хорошо, и ее можно есть, на мой взгляд. А вы пишите в комментариях, как вам эта клубника. Дальше. А вот с салатом история уже другая. Он все-таки, ну, такой уже несколько увядший в сравнении с тем, что у нас хранится в зоне свежести. Он такой суховатый, вот эти вот листики, да, смотрите, как уже. И даже внутри еще получше, но все равно уже такое увядание чувствуется. Однако он, ну, хоть и увял, но еще пригоден для использования там в салат. Гости, знаете, не заметят. Так, огурцы. В принципе, тоже еще нормальные, но вот какие-то такие следы увядания уже вот начинают проявляться, они уже подсыхают, это вот видно, да? Но еще вполне себе огурцы можно опять же куда-то использовать. С помидорами все нормально, в общем, они не вызывают опасений пока на 3-й день. Ну и тоже все нормально с капустой, покажу даже, она вполне себе хорошо чувствует, никаких таких необратимых изменений вот в плохую сторону здесь нет. Ну вот так, да, авокадо, ну, собственно, понятно, что авокадо тоже нормально, они такие, наверное, долго будут храниться. Да, пока все-таки еще все нормально. Так себя чувствуют продукты после 3 дней хранения в холодильнике с зоной свежести и в холодильнике обычном. Посмотрим, что будет дальше, что будет через 5 дней.
Так, у нас 5-й день, и вот на 5-й день мы решили разобраться с мясом, посмотреть, как оно. Ну, вы понимаете, что 5 дней уже вот с мясом, мясо как-то нужно ликвидировать уже из холодильника при таком способе хранения, который у нас. Начинаем с холодильника без специальной зоны для хранения мяса. Помните, а если не помните, то перемотайте и посмотрите, какое оно было вот через 3 дня. И вот здесь, ну вот здесь уже запах. И оно уже прямо вот изменяет цвет, и здесь, и уже вот этого не было, кстати. Появляются такие сероватые, значит, оттенки. Но вот это я бы, наверное, уже совсем не стал никуда использовать. Пусть оно уходит в корзину. Ну и посмотрим сейчас, что у нас в холодильнике со специальной зоной для хранения вот охлажденного мяса. Так, смотрим, что у нас в этом холодильнике со стейками. Я напомню, что здесь есть специальная зона, называется My Zone контейнер, и здесь регулируемые настройки температуры, ну, для разных задач хранения. И мы как раз выбрали настройку для хранения охлажденного мяса. Это примерно -1 градус температура. И смотрим, что у нас здесь с мясом. Здесь, конечно, другое состояние, оно немного подмороженное. И оно, в общем-то, выглядит достаточно неплохо. То есть здесь еще нет вот этих вот отмираний, тканей, да, вот этого серого цвета. Оно такое, оно подмороженное, но не сильно. То есть его там положил при комнатной температуре, оно быстро отойдет и, в принципе, можно жарить. Но я напомню, что у нас какой 5-й день. И ну, запаха здесь особо нет, но все-таки, ребят, хранить вот такое мясо охлажденное 5 дней, как вы понимаете, ну, мы не очень рекомендуем. Да, оно, в принципе, нормальное. Вот с двух сторон даже мы показываем, что оно как-то не ушло в какое-то гниение, да. Но, конечно, мы не рекомендуем хранить даже в этой зоне со специальными настройками при -1 градусе 5 дней. В общем, вот такая история с мясом, но получается, что здесь все-таки оно, естественно, хранится лучше и как-то более качественно, чем мы хранили его в холодильнике со специальными условиями для хранения мяса. 7-й день, и вы помните, что на 5-й день мы попрощались с мясом, потому что все-таки больше его в таких условиях хранить нельзя. Ну а овощи, там, фрукты у нас продолжают храниться. И открываем холодильник такой классический, без зоны свежести. Здесь вот обычный контейнер, как вы помните. Ну и смотрим, да. Начнем с клубнички. Вот тут уже, конечно, это, конечно, еще можно съесть, но уже без удовольствия, чтобы не пропадало. Вот. Тут сверху уже явно она такая подсыхает и немножечко вот как-то становится уже такой некондицией, да. То есть, как мне кажется, вот именно влажности здесь не хватает, ну и плюс понятно, что естественные процессы такого увядания, они тоже идут. Еще можно здесь выбрать, съесть какие-то такие ягоды, но уже прямо не очень все это аппетитно выглядит в принципе. Ладно, клубнички разобрались. Дальше неаппетитный вот этот наш салат. Он, в принципе, с 3-го дня, ну, прям не сильно изменился, да, но вот он сухой-сухой такой, ну, не сухой, в смысле, вот он такой вялый, но он, в принципе, еще сохранился, да, то есть его куда-то вот эти вот совсем вялые листочки убрать, и, в принципе, на салат, как я говорю, гости не заметят, там, что вялый, и можно использовать. Так, вот огурцы дальше. С огурцами они прям высыхают, что называется, на глазах. Вот смотрите, здесь прямо все уже не очень красиво, это уже нужно удалять. Ну и сами огурцы, наверное, еще можно их использовать, но так уже прям хорошо обрезать, почистить нужно, да, вот удалить. На 7-й день огурцы в обычном контейнере, который не зона свежести, они уже на грани исчезновения, что называется. Так, а вот с остальным более-менее все в порядке. Авокадо, что ему будет, мне кажется, год пролежит вообще где в любом месте. Так, помидорчики, ну они тоже еще нормальные, в принципе, ничего не скажу. Так, что-то как-то, не знаю, где-то вот тут есть что-то. Но в целом они нормальные еще, они, в принципе, еще могут дальше храниться, и они еще вполне употребляемы в пищу, что называется. Вот тут вот немножко, ну, возможно, это были такие повреждения вот изначальные, да, но и они, конечно, потихонечку разрастаются, что называется. Но, опять же, повторюсь, в целом помидоры норм. Ну, а капусте, по-моему, вообще ничего не будет тоже. Она как авокадо, с ней, в принципе, все нормально. Да, вот она прямо, ничего с ней особенного не происходит. И сейчас посмотрим, что у нас там в холодильнике с зоной свежести. Холодильник с зоной свежести, напомню, это 7-й день нашего эксперимента. Он уже так близок к завершению. Смотрим, что у нас здесь. Ну, начинаем с клубнички. И вот здесь она, ну, так, явно менее уставшая. Кое-какие, конечно,
конечно, тоже изменения есть вот в некоторых ягодах, но их гораздо меньше с этими изменениями. И в целом, ну, она так получше выглядит, и тут еще прям, ну, вот реально можно ее, что называется, употреблять в пищу, простите за штамп. Так что вот, посвежее в зоне свежести, где влажность повыше. Да, вот посмотрите прям сами, поближе. Но мы оставляем вот эти ягоды здесь, потому что, ну, как бы хотим посмотреть, до чего все это дойдет в финале на 10-й день. Но вот такая ситуация с клубникой. Получше она сохранилась, чем в холодильнике без зоны свежести. Но опять же, нужно понимать, что такие нежные ягоды, наверное, столько хранить в холодильнике может не стоит. Лучше сразу их съедать, они полезные и вкусные. Так, ну, авокадо. Так, снаружи они выглядят, ну, практически без изменений, как и в первый день. Так, и вот дальше. Интересная ситуация с огурцами. Они явно лучше выглядят, чем огурцы из холодильника без зоны свежести. То есть, в принципе, каких-то больших изменений, ну, я не вижу. Чуть-чуть где-то вот есть, конечно, начинает так усыхать, и они, знаете, они явно вот еще не начали становиться такими мягкими, как вот те огурцы в холодильнике без зоны свежести. Они еще, ну, так в себе, что называется, да, и не усохли они еще до такой степени, как там. Так что с огурцами зона свежести справляется, ну, ощутимо лучше, чем обычный вот холодильник, обычный контейнер. Так, салат смотрим. Но вот тут тоже, кстати, без особых изменений, как было на 3-й день, да, то есть, конечно, чуть-чуть где-то вот нашел я такой подсохший листик, да, а в целом-то, смотрите, ну вот он нормальный еще, нормальный, в принципе, но немного посвежее все-таки он выглядит, чем салат в холодильнике без зоны свежести. Ну и наши помидоры. Ну, ничего с ними здесь не происходит, но, в принципе, здесь, ну, та же практически ситуация, что и в холодильнике без зоны свежести. Тут, конечно, все еще зависит от того, ну, какая степень спелости у них была, когда мы их положили в холодильник. Ну, в общем, они здесь еще могут храниться достаточно долго, мне кажется. Ну, посмотрим, что будет на 10-й день. И капустка. Все с ней отлично, она без изменений. Вот так это был 7-й день нашего эксперимента. Смотрите дальше. Итак, позади 10 дней нашего эксперимента. 10 дней мы хранили овощи и мясо в этих двух холодильниках. Здесь зона свежести есть, здесь зона свежести нет. Но мясо у нас сошло с дистанции пораньше. Да, вы помните, можно отмотать. Все этапы видео есть, навигация есть. А овощи и фрукты еще пока остались. И прежде чем подведем итоги, все-таки несколько слов о каждом из этих холодильников. Но это холодильник, он такой попродвинутый. Здесь, ну, понятно, полный no frost. Здесь есть ультрафиолет для обеззараживания воздуха. Разные складные полки, их здесь 2. Кроме того, здесь вот 2 зоны свежести, можно так сказать. Здесь одна зона такая влажная свежесть, в ней поддерживается влажность, ну, должна поддерживаться около 90%. Кроме того, здесь есть контейнер MyZone. Здесь такая вариативность по температуре. Либо можно выбрать температуру, как в холодильном отделении, либо на около 0 градусов, там охладить напитки, например, быстро, либо 0-1. Вот именно на этой температуре, на этой настройке мы и хранили охлажденное мясо. И дальше здесь вот такая интересная морозилка с выдвижными контейнерами. И кроме того, здесь еще есть подсветка для морозилки. Вот такая вот, ну, в общем, вполне себе работает. И у этого холодильника инверторный компрессор. Ну и еще одна фишка, наверное, одна из главных фишек этой модели — удаленное управление. То есть этим холодильником можно управлять со смартфона. Вообще у нас есть большой обзор этого холодильника, и все нюансы и тонкости, если хотите, можно там посмотреть, увидеть. Ссылку мы оставим в подписи к этому видео внизу. Этот холодильник — это базовый No Frost. Здесь многопоточное охлаждение, No Frost и в холодильном отделении, и в морозильном. Ну, светодиодики, освещение, понятно, это уже такая данность современная. Большой контейнер вот для овощей и фруктов, в котором мы хранили все наши овощи и фрукты. Здесь нет зоны свежести. Так, и дальше здесь обычная такая классическая морозилка с 3 контейнерами, довольно вместительными, да, и, в общем, кому-то она, кстати, заходит гораздо лучше, чем вот такой формат. Ссылки на оба эти холодильника мы оставим внизу в подписи к видео. И здесь, кстати, совсем забыл сказать, компрессор обычный, классический. Ну, то есть это более продвинутая модель с зонами свежести. Это такая классика с No Frost.
Это клубника после 10 дней хранения в этих холодильниках. Это клубника из, ну, такого обычного, назовем его так, холодильника без зоны свежести, да? А это клубника из холодильника с зоной свежести. Ну, в общем, я могу сказать так, что, конечно, и тут клубника видоизменилась немножко. Нельзя сказать, что здесь не, она прямо вот здесь неизменна, а вот здесь стала плохой. Нет, но все-таки вот здесь, если вы посмотрите, ну, меньше вариантов осталось для того, чтобы съесть. Меньше вот такой ягоды, которая, ну, не начала портиться. Здесь тоже есть ягоды, которые начали портиться, но все-таки вот вариантов съедобных здесь осталось меньше. Так что, ну, я все-таки могу констатировать, пусть у нас не научный эксперимент, а такой обычный потребительский, бытовой, что все-таки клубника в зоне свежести сохранилась, ну, получше, немного получше, чем в холодильнике без зоны свежести. Но тут нужно учитывать то, что клубника — это, в принципе, скоропортящаяся такая история, и поэтому, в общем, не стоит ждать, что через 10 дней она будет супер-мега даже в холодильнике зоны свежести. Салат. Ну вот здесь такая более явная разница, ну, на мой взгляд. Вот этот салат, он из обычного холодильника, он все-таки по суше, более вялый он. Я не скажу, что он совсем испортился после 10 дней хранения, но такой вот не очень уже. Вот здесь все-таки получше, тоже не идеально, но если оторвать вот несколько таких совсем подсохших листиков, то в принципе, ну, можно прямо на рынок опять идти и продавать его, значит, мне кажется, вполне себе нормально. Ну вот здесь мне он больше нравится, как здесь выглядит, потому что там выше влажность вот в этом контейнере, и, соответственно, он меньше усох, чем вот этот вот салат. Так что салат в зоне свежести храните точно, результат будет лучше. Так, дальше огурцы молодцы. Значит, вот эти хранились в обычном холодильнике, вот эти в холодильнике с зоной свежести. И вот тут явная разница, потому что вот здесь огурцы, они такие же, ну, прям явно подвявшие, если хотите, да, они уже мягкие становятся. В общем, все, их уже нельзя никуда использовать. Даже в салат гости все равно заметят, что вы как-то хотите их отравить. Здесь все нормально. Вот реально еще все нормально. Ну, так, потихонечку они, конечно, начинают тоже. Все-таки как бы волшебства тут никто не ждет, но они прямо еще достаточно хорошие. Да, их точно можно в салат, да и так просто порезать на тарелку, никто, что называется, не заметит подвоха. Вот, так что смотрите, с огурцами получилось все классно, и в зоне свежести их хранить можно, нужно, и они хранятся дольше. Я прям чувствую себя как на рынке, да, я вот тут стою, продаю овощи, фрукты. Так, смотрите, помидоры тоже хранились 10 дней в наших холодильниках. Ну, я так скажу, каких-то глобальных мега отличий, наверное, нет, но все-таки помидоры, они долго хранятся, еще зависит от степени зрелости, вот изначальной. Вообще, если вы почитаете интернеты вот эти, да, то там иногда рекомендуют вообще не хранить их в холодильнике. Но давайте будем честными, где вы храните помидоры дома? Ну, скорее всего, в холодильнике. Если нет, то пишите в комментарии. Вот эти помидоры, которые из обычного холодильника, из обычного контейнера, они чуть хуже все-таки. Ну вот немного хуже. Они немножко начали вот как-то вот здесь подгнивать. Еще они вполне съедобные, но уже так хорошая хозяйка скажет, ну что-то такое, не знаю. Вот здесь получше ситуация, ну, правда получше. Вот они так как-то покрепче еще, да, вот и нет такой ситуации, что они прям начали уже подгнивать. Я, кстати, думаю, ну это прям просто мое мнение, что вот ультрафиолет, который здесь есть, и вот который способствует обеззараживанию воздуха, он все-таки влияет еще и на вот эту историю, в принципе, с хранением продуктов, ну потому что чем меньше там разных бактерий и так далее в воздухе, в холодильнике, тем, наверное, продуктам лучше. В общем, с помидорами такая ситуация, видно, муха прилетела, кстати. Такая ситуация, что чуть-чуть получше они в этом холодильнике с зоной свежести. Вот и капусту цветную подвезли, и я напомню, что оба этих, ну это вот один был такой качан, да, и вот половина хранилась здесь, половина здесь. В общем, ничего с ней не произошло, по сути. В принципе, капусту можно, наверное, еще 3 раза по 10 дней хранить в холодильниках, причем как в этом, так и в этом, что каких-то глобальных заметных изменений я не вижу. Видимо, вот капуста — это такой продукт, которому все нипочем. Авокадо, вот интересно, кстати, что с ним. В принципе, вот смотрите, вот эти вот авокадо, они из этого холодильника, и тут вот прямо один плод, он такой совсем твердый, ну прям видно точно, понятно, что с ним все в порядке. Вот здесь тоже есть такой, он тоже такой твердый, и с ним точно все в порядке. А вот два вот из этого холодильника и из этого, они такие помягче. Я решил посмотреть, что там внутри. Вообще интересно, что внутри у авокадо, я как-то мало знаком. Хотя это модная история, я понимаю. Так, ну смотрите, я не силен вот в авокадоведении, но мне кажется, что нормально все с ним. То есть вот
никакого плохого запаха нет, и такой цвет, такая консистенция, что, в общем, вполне себе все съедобно. И такой спелый авокадо. Вот эти, может быть, немного еще не дозревшие, это прям такой нормальный, спелый, можно в салатик, там говорят, и все такое. Так, ну и давайте тогда вот этот тоже посмотрим. Это уже из холодильника зоны свежести. Ну, я подозреваю, что, в общем, здесь будет такой же результат. Да, смотрите, как все хорошо. Прям красиво. Мне прям даже захотелось тоже, хотя я, повторюсь, я не очень знаком с этим продуктом. Ну, в общем, с авокадо все нормально и здесь, в холодильнике зоны свежести, и здесь, в обычном холодильнике с обычным контейнером. Итак, у нас был эксперимент. Мы 10 дней держали овощи, фрукты и мясо в холодильнике с зоны свежести и 10 дней, опять же, держали овощи, фрукты и мясо в холодильнике с обычным контейнером для овощей и фруктов. Напомню про мясо. Кстати, оно выбыло где-то на 5-й день, ну не где-то, а на 5-й день. Просто вот в этом холодильнике оно уже прямо начало подгнивать, уже было это видно. Здесь мясо было в состоянии получше, оно все-таки хранилось в контейнере Майзон, и вот с настройками специальными, минус 1 градус была температура, оно было так слегка подмороженное, но тоже 5 дней, в общем, хранить такое свежее мясо, охлажденное 5 дней в холодильнике, уже дальше хранить, мне кажется, просто нельзя. Уже нужно с ним что-то делать или все. Так что вот с мясом такая ситуация, но здесь явно мясу было лучше, в этом холодильнике со специальной зоной свежести для мяса. Что касается овощей и фруктов, ну, повторяться не буду, вы все сами видели, если что, есть навигация по видео. Главный вывод какой? Наш эксперимент не научный, не претендую, но в целом все-таки мы выяснили, что в зоне свежести продуктам чуть-чуть получше. Еще зависит от самих продуктов, просто каким-то вот вообще на все плевать, как капусте. А есть вот такие, как огурцы, которым важна влажность и так далее. Да? Еще есть разные условия хранения, потому что там для одних овощей и фруктов важна влажность повыше, для других продуктов влажность пониже и так далее. Но вот в целом я считаю, что нам удалось рассказать и доказать, что в зоне свежести продукты чувствуют себя лучше и хранятся дольше. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, мы просто рассказываем о том, как она помогает нам жить, насколько она полезна для нас с вами и как это все работает. Подписывайтесь на канал, есть мы также в Телеграме, Яндекс.Дзене, а также заходите на Toster.ru, там много интересного о доме и быте, не только наши видео. Пока, до новых обзоров и тестов!